Вы когда-нибудь слышали о силе визуализации? Годами я сохраняла в Pinterest места, в которых хочу однажды побывать. И проанализировав, я поняла, что большинство этих фото сделаны на Бали. Мы пробыли здесь 2 месяца, проехали на байке около 2000 километров, чтобы побывать в этих местах. Попробуем воплотить желания, копившиеся долгие годы. Добро пожаловать на Бали! Мы приехали с вами в очень мистическое место, а именно таинственный заброшенный парк Таман Сидух. Вокруг этого парка ходит множество легенд, что он построен для проведения ритуалов, что здесь обитают привидения и что он заброшенный. Именно так я хотела начать этот выпуск, пока мы сюда не приехали и не оказалось, что здесь просто какая-то рок-тусовка. Это место было построено как парк развлечений, и стройка была закончена в конце 90-х, но он так и не открылся. По какой причине, неизвестно. Местные говорят, что этот парк строился для того, чтобы проводить здесь потом какие-то ритуалы и обряды. Одна из самых известных легенд гласит о том, что парк был поражен молнией в пятницу 13 марта 1998 года. Удар вызвал серьезные разрушения, что и стало причиной закрытия. Однако это не совсем легенда. Эта информация реально подтверждается несколькими независимыми источниками. Согласно статье на Vice, молния повредила дорогостоящее лазерное оборудование стоимостью около $5 миллионов. Страховая компания отказалась покрывать ущерб, что в сочетании с экономическим кризисом и снижением числа туристов привело к окончательному закрытию парка в 2000 году. Нашли локацию на Pinterest и сразу же добавили эти 2 фото на доску желаний. Ведь они кардинально отличаются от всего того, что мы привыкли видеть о Бали. Невероятная красота, конечно. Еще концерт просто шикарный. Сейчас я пойду искать локации, которые я хотела запечатлеть. Одна локация, похоже, мне... Лиана, извините. Похоже, что одна локация, возможно, мне недоступна, потому что там сейчас проходит концерт. А вторую вот я ищу, но пока не могу найти. Как же это выглядит интересно. Смотрите, вот, значит, здесь какие-то мифические существа. Скорее всего, здесь должен был быть фонтан. И все это в граффити. Что здесь произошло? Это просто развалины 80 уровня. Это что? Это дерево, которое спилили, а оно росло просто на здании. Парк был заброшен около 20 лет назад. А такое ощущение, что все 100. А здесь у нас что? Ксюша, Минск, 2023 год. Ксюша, привет. Какие-то нереальные катакомбы. Мне кажется, если бы у нас было такое место, то это бы уже было просто какой-то известной фотозоной. Вот так вот и делаются фотографии. Знаете, очень странное чувство испытываешь, когда видишь вот такое. То, что создавалось для того, чтобы приносить людям радость, превратилось просто в город-призрак. При том, что это отличное место, потому что вот там прям находится берег и океан. Какая-то лестница, но, знаете, я, наверное, не уверена. Не знаю, пойдем, не пойдем. Ладно, пойдемте. Давайте аккуратненько. У нас здесь просто комната. Отсюда открывается такой, ну, я не знаю, как это назвать вид. С одной стороны, завораживающий, но он немного грустный. Не знаю, как вы считаете, грустно ли вам видеть такое, или это что-то таинственное, интересное? Забрались за сцену, я не знаю, как это вышло. О, вау, какой здесь вид красивый, я вам сейчас, ребят, покажу. Могу найти свои локации с Pinterest, вообще не понимаю, где они. Ну вот одна, как бы я понимаю, я прям сейчас в ней нахожусь. Я должна была быть там, и здесь стоит сцена, и, по всей видимости, я не смогу сделать фотку вот эту.
Ну ничего, ничего. Честно, ради такой музыки я готова пожертвовать этой фотографией. Ребята, я считаю, что мы отменяем все пины, которые связаны с этим местом в Пинтересте, и создаем свои для того, чтобы их сохраняли на доске визуализаций, потому что здесь нереально крутое место, но почему-то Пинтерест не особо об этом распространяется. Ой, когда я делала фотографии с этим замечательным граффити, мой взор упал на то, что я ранее не видела. Это око. Вот эти граффити вообще все. Вместо арт-галереи приходите сюда, здесь невероятно. Сюда. В общем-то, я решила не искать уже вторую локацию, потому что мы очень устали, у нас нет воды, ее здесь не продают, и я сделала настолько крутые фотки, я считаю, что, честно сказать, тот пин, по сравнению с тем, какие фотки я сделала, он уже меркнет, и я даже его, знаете, даже для галочки, короче, не пойду искать. Пином, связанным с этим местом, можно ставить галочку жирную. Кстати, я вам говорила, что нет смысла на Бали делать укладки, да? Если нет, то говорю, на Бали нет смысла делать укладки. Минутка рекламы, за которую мне никто не платил. Ну, просто крутейшая косметика. Будете на Бали, попробуйте вот эту косметику. Аналог The Ordinary. Вот у меня кушончик. Ну, просто шикарный. Добро пожаловать в Убуд, друзья! Ближайшие сутки мы проведем с вами здесь. План следующий. Вкусно покушать, сходить в самые красивые места, которые мы успеем за это время. И, конечно же, наше любимое – остановиться в каком-нибудь классном жилье. А давайте с жилья и начнем. Представляю вашему вниманию домик, который я нашла за $25 на Airbnb. Привлек он меня тем, что он находится на рисовых полях. Итак, что у нас внутри? Вот такая кровать. Я не знаю, как это правильно называть. Матрас на полу. Кровать-принцесса. Кровать-принцесса, потому что у нее такие балдахинчики прикольные. Зона для выпивания чайку. Вот это используется вместо стульев. Вместо телевизоров. Книги. Если хотим накраситься, так. Еще здесь очень прикольный санузел. Раковина из камня. Смотрите, какой прикольный душ. С погодой нам, мягко говоря, сегодня не повезло. Дождь вообще льет просто нереально. По дороге сюда мы наткнулись на один очень интересный магазин. Там продают всякие сувениры, одежду, там очень низкие цены. Магазин для местных, наверное, такой. Там всякие разные, знаете, вот эти сумки вязаные, которые на ярмарках мастеров стоят дорого. Там они стоят вообще копейки. Там был отдел с украшениями из серебра, которые делают местные жители своими руками. А точнее семья. Жена продает, а муж ювелир. И Дима купил мне там 2 пары сережек, вот таких вот, и вот такие. Сейчас я вам покажу их поближе. Кстати, текущие сережки мне подарила моя бабуля. Она их купила в Эмиратах. Начнем с вот этих симпатичненьких, красивейших сережек. Ну, посмотрите на это, ну мне прям очень нравится. Прям классно. Дима, посмотри, какие ты мне сережки купил. Очень красиво. Давайте померим вторые. В общем, напишите, какая вам понравилась больше, вот это или вот это. Чтобы не потерять вечер из-за тропического ливня, мы отправились на представление Тичак. Это традиционный балийский танец. Казалось, что пробки в Убуде субботним вечером похлеще, чем в Чангу. Но несмотря на это и проливной дождь, каким-то чудом мы успели на представление. Но с одной большой оговорочкой. Мы успели на представление, чему я очень удивлена. Мы приехали за 15 минут до его начала. Причем, что на Google картах написано, что храм уже закрыт. Поэтому не верьте, просто едьте сюда. Представление начинается в субботу в 7:30. Ожидаем. Это оказался не Тичак, а представление Барон. Барон – это мифическое существо, похожее на смесь льва и дракона. Защитник добра на Бали. Абсолютно непередаваемое ощущение. Если бы существовал массаж мозга, то он был бы именно таким.
Само представление очень специфичное и не каждому зайдет. Обратите внимание на движение пальцев и выражение лица артистов. Это немного пугает и завораживает одновременно. Музыка играет вживую, и часто она звучит разладно, специально, чтобы создать ощущение мистики и потусторонности. Это было очень интересно и очень необычно. Ехали покушать, поужинать в пиццерию. Дима, сколько мы не ели пиццу уже? Наверное, месяца два. Мы, наверное, реально месяца два не ели пиццу уже. Нам посоветовали одну пиццерию в Убуде, и здесь обещают очень вкусную пиццу. Сейчас мы попробуем. Говорят, что пицца здесь лучше, чем в Италии, и что они умереть какие вкусные. Пока мы ожидаем свою пиццу, нам принесли вот такой вот хлеб. Очень вкусная. Она сделана на тончайшем тесте. Немного сыра, соуса. Интересный факт, что все стены здесь исписаны вручную посетителями, видимо. Видите, даже есть на русском надписи. А так начинался наш новый день в прекрасном Убуде. Несмотря на удаленность от пляжа и примерно час езды на байке, это место стоит того, чтобы поселиться именно здесь. Аренда дешевле, чем в Чонгу, множество красивых заведений, рисовые поля и джунгли. Для Убуда на нашей Pinterest-доске было припасено множество фото. Но за один день, конечно же, мы не успели объехать все эти места. Я покажу вам те, что успели. И поверьте, это потрясающий опыт. Пришло время сделать эти фотографии. И для этого мы приехали в лес обезьян. Надеюсь, с нами здесь такого не произойдет. Лес обезьян – это заповедник, но не думайте, что это что-то вроде зоопарка. Здесь нет клеток или дрессировщиков. Обезьянки живут в естественных джунглях. Они получают питание и ветеринарный уход, но при этом ведут себя абсолютно свободно, как настоящие хозяева. Вообще этот лес называется священный лес обезьян, потому что это место священное для местных жителей. На территории этого леса находится 3 храма. Здесь живет более 1000 обезьянок. И считается, что эти обезьяны защищают лес от злых духов. Мы подошли к тому месту, где я должна сделать эти фотографии. Не знаю, получится ли, потому что посмотрите просто, сколько здесь людей. Вот так это происходит. Вы стоите, фотографируетесь, но это же все-таки лестница, понимаете? Поэтому да, как всегда в туристических местах это очень тяжело. Начинаем фотоохоту для Димы. За 30 секунд я сделала Диме 1 000 001 фотографию. Диме удалось поймать фотографию с обезьянкой. Это успех. Я считаю, эти фотографии мы закрываем. Посмотрите на эти лианы. Я не перестаю поражаться, насколько здесь красивые статуи. Посмотрите, интересно, сколько им лет. Какая детализация. А для того, чтобы сделать следующую фотографию, мы приехали в Гуагаджи. Гуагаджи – это древний храмовый комплекс на Бали, построенный еще в XI веке. Главная его часть – это пещера с пугающим входом в форме гигантского лица демона. Ее называют слоновьей пещерой, потому что внутри находится статуя Ганеши, индуистского божества с головой слона. Местные верят, что когда ты заходишь внутрь, все плохое, что есть в тебе, остается в пещере. Она как бы это съедает. А еще в стенах пещеры есть углубления, которые, по преданию, использовались монахами для медитации и уединения. Ваше место назначения находится слева. Я вам покажу, как я сделаю Pinterest-фотку. Для этого нам нужен вот такой вот мужчина в саронге. Я считаю, идеальный кадр. Так стоим. Ага, типа он заходит в пещеру. Дим, честно, случайная фотка, когда он не позировал и выходил. Это вот чаще всего так происходит. Можешь поставить на обои рабочего стола теперь. Хорошо, обязательно. Раньше здесь проводили обряды очищения. Фотографии получились просто отличные, и считаем пин из этой доски желаний выполненным. Меня покорила территория комплекса. Она буквально утопает в джунглях. Деревья с невероятными корнями, бассейн с лианами и даже водопад. По всей территории можно увидеть археологические находки, разрушенные статуи, фрагменты храмов и каменные руины.
Это все говорит о том, что храмовый комплекс был гораздо больше, чем просто пещера. Он мог быть целым религиозным городом. Кстати, корни действительно нереальные. Посмотрите в сравнении с человеком ростом 190 сантиметров. Для того, чтобы сделать эти фотографии, мы приехали в кафе. Посмотрите, какие классные места нам дали. Да, классная прическа, конечно, для фоток. Но тут невероятно красиво. Где меню? Я уже боюсь представить, какие здесь цены. Цены как бы норм. Как Дешевле, чем Как? мы каждый день ходим. дешевле, чем в Чангу. Вот с таким видом, в таком месте, что происходит с этим Убудом. Мы сделали заказ, и сейчас пойдем делать очень красивые фотографии. Те самые, ради которых мы сюда приехали. Очередь, как всегда, присутствует, даже в кафе. Конечно, красиво было бы делать на закате, но имеем, что имеем. Пока мы фотографировались, нам принесли еду. Ну, выглядит очень аппетитно. Авокадо, кофе, имбирный чай. И будем протеинчик кушать. А для того, чтобы сделать следующие фотографии, мы приехали на рынок Убуда. Рынок в Убуде – важная достопримечательность. Найти здесь можно все. Сарафаны, украшения, резные статуэтки, сумки. Все яркое и в основном ручной работы. Цены почти всегда завышены, так что торговаться обязательно. Иногда удается сбросить цену в 2 раза. Продавцы воспринимают это спокойно. Нас очень привлекли местные картины. Невероятно красивые и при торге очень доступные. Буквально перед нами девушка сторговалась до $20 за огромный пейзаж с вулканом. И мы не смогли уйти без покупки. Это уникальная вещь, которую мы купили по хорошей цене. Да, я полностью согласна. Очень красиво. И цена получается 500 тысяч рингит. Спойлер. Картина путешествовала с нами через весь Вьетнам и, добравшись практически без повреждений, украшает наше жилище. Очень крутые вещи, но у нас вообще нету в багажнике места. Тяжелая, Стоит 300 тысяч, это без торга. Ну, то есть... 200 Да, за 150, может, тоже отдадут. Вот такие фотографии получились для этого места. Восторг от посещения Убуда через несколько дней сменился печалью. Я очень сильно заболела. Возможно, меня укусил какой-нибудь заразный комар. Мне было плохо настолько, что мы решили отправиться к врачу в медцентр, в который нас направила страховая компания. Обязательно оформляйте страховку, прежде чем отправиться в чужую страну. Иначе рискуете обанкротиться. Больше всего меня удивило, что прием проходит лежа на кушетке. После осмотра врач выдала мне лекарства и взяли анализ на вирус Денге. И если бы у меня не было страховки, то весь прием, включая лекарства, стоил бы $150. Страховка покрыла все, кроме анализа на Денге. И через несколько дней я пошла на поправку. К сожалению, после болезни я была очень слаба, и нам пришлось отказаться от восхождения на вулкан. Мы выбрали не унывать и просто отложили восхождение до следующей поездки на Бали. Но все равно сели на байк и проехали полуострова, чтобы насладиться видами вулкана. Но об этом я расскажу немного позже, так как мне есть что добавить об окрестностях Убуда. Во-первых, здесь есть потрясающие заведения в пуще джунглей. Например, Jungle Club Ubud. Здесь можно провести весь день, валяясь на диванах у бассейна и наслаждаясь живыми диджей-сетами. Во-вторых, недалеко от Убуда располагаются красивейшие водопады. Мой любимый Нунг-Нунг. Это был первый большой водопад, который я увидела собственными глазами. Ребята, это просто нечто. Сзади меня сейчас находится этот водопад. Это невероятно. У меня на канале есть отдельный влог о посещении Нунг-Нунг. После этого видео обязательно посмотрите. Там, например, мы разбили дрон, думали, что нас смоет тропическим ливнем, пили кофе в дорожном кафе для местных, ехали по невероятно живописным дорогам и обнаружили безлюдное кафе с потрясающей едой и низким чеком прямо на рисовых полях. На Pinterest и в Instagram Нунг-Нунг очень популярен. Это настолько фотогеничное место, что можно бесконечно делать невероятные кадры. Мы легко сделали фото и положили в копилочку еще одно посещенное место из списка желаний.
Вот так вот, ребята, мечты и исполняются. Главное их фиксировать. Кстати, об Олийских пинах. Фото с этим водопадом преследовало меня везде. И, конечно же, мы снова отправились в окрестности Убуда, чтобы посмотреть на это магическое место. И вот оно, друзья. Ожидание, реальность. Место, безусловно, красивое, но очень туристическое. Вы будете смеяться, но я не люблю туристические места, потерявшие свою аутентичность. И стоять очередь, где каждый делает лучшее фото минимум 5 минут, мы не стали. Вердикт. Специально ехать сюда не рекомендую. Лучше посетить более масштабные водопады. Ну а если будете в этих краях проездом, то можно и зайти прогуляться. Обратите внимание на мое ультрабалийское платье. У него есть своя история. Родом оно из Улувата. Создала его местная учительница младших классов по совместительству овнер локального бренда вязаных вещей. Как истинная балийка, она очень светлый и приятный человек, а изделия будто излучают ее энергетику. Мы попросили рассказать ее о своем магазине. Она очень стеснялась, но все же решилась. Hello! Меня зовут Лоренс Бали, и все эти вещи – мои собственные дизайны. Я создаю их дома, здесь же на острове. Это небольшое домашнее производство. В основном я использую натуральные ткани, например, хлопок. Я всегда добавляю что-то новое, экспериментирую с идеями. Мои наряды не только для молодежи или подростков. Чаще их выбирают взрослые женщины. У меня есть платья на любой вкус, от мини до макси, а еще костюмы. И почти все они шиты вручную. Если вам интересно, можете заглянуть на мой Инстаграм. Буду очень рада, если заглянете, посмотрите мои работы. А может быть, даже захотите что-то заказать. Спасибо, очень приятно было познакомиться. Доброе утро, друзья! Сегодня мы проведем с вами один день в Улувату. Вот эти вот все видео с дрона, с красивыми обрывами и пляжами, скалами, это все здесь. А сегодня мы с вами исследуем самые интересные места, самые красивые. Полуостров Букит, где и находится район Улувату, знаменит красивейшими утесами и необычными пляжами. И перед посещением самого Улувату мы заглянули в потрясающую Pinterest-локацию. И первое место, с которого мы сегодня стартанули, это пляж Пандава. Очень интересный, красивый пляж. Здесь есть супер инстаграмная дорога. Конечно же, эта дорога является главной достопримечательностью пляжа Пандава. И мы, конечно же, решили снять видео с дрона. Но все оказалось не так просто. Самое интересное, что ты не можешь остановиться на этой прекрасной, чудесной дороге. Тебе не разрешают, то есть ты должен ехать на байке до какой-то парковки и оттуда очень далеко идти. То есть, там предлагают, наверное, всякие автобусы, я так понимаю. Людей просто куча. Мы приехали в 11 часов, просто уже миллион людей там стоит. Все фоткаются, не знаю, удастся ли нам снять какие-то классные кадры. Вход сюда стоит 15 тысяч рупий, что означает где-то $1. Перед попыткой снять для вас идеальное видео на дороге среди скал, мы провели некоторое время на пляже Пиндана. И он оказался прекрасен. И нам даже удалось обнаружить красивую мини-версию той самой дороги, но менее людную. Из-за больших волн на балийских пляжах тяжело купаться. Но этот пляж защищен, и волны разбиваются далеко от пляжной линии. А значит, можно смело плавать. Мы приехали на второй круг, чтобы снять то самое видео в этом самом инстаграмном месте. И у нас сразу увидели дрон. То есть там мы снимали дрон, не было проблем, но при въезде они увидели, что мы сейчас собираемся снимать на дрон. И попросили у нас плату 50 тысяч. Нам дали квитанцию, конечно, но учтите, в общем, либо прячьте дрон просто при въезде, но тогда вы не снимете вот это вот видео. Будем показывать вам видео за 50 тысяч. Вы считаете,
думаете, стоило ли видео своих $3? А мы отправились изучать Улувату дальше, и следующее место неземной красоты — это пляж Сулубан. Уникален он тем, что расположен в глубокой расщелине скал, и чтобы добраться до него, нужно спускаться вниз среди видовых кафе и милых магазинчиков. Невероятно райское место, что я могу сказать, очень красиво. Посмотрите, это просто, как, знаете, как из рекламы Баунти. Мы зашли пообедать в такое вот кафе. Вообще 0 людей просто. Сейчас я вам покажу вид. Ну что это за вид просто? На всех серферов в мире. Очень круто, красиво. Я вообще не знаю, что это за блюдо. Лосось, сыр и авокадо. Мой любимый авокадо. Вообще. Выглядит очень круто. Очень красиво. У меня только что украли ананас. Хорошо, что ананасы не мои микрофоны. Не, микрофон мешал. Давай. Пока. Приятного аппетита, конечно. Буквально в 10 минутах от Сулубан-Бич находится один из 6 главных храмов Бали, расположенный на вершине 70-метровой скалы с видом на Индийский океан. И скажу я вам, виды открываются сказочные. Мы приехали в храм Улувату, и здесь очень опасно снимать, потому что здесь орудует банда обезьян. Эти ребята очень умные. Я даже оглядываюсь по сторонам, держу телефон и переживаю. Очки, все, очки в плену. Смотри, она их одела. Смотри, и воду дают. Нет, 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 нет. Вода на очки не меняется. Очень красиво здесь. Вот такая вот лесенка. Сейчас мы по ней будем подниматься. И спрячем телефон, потому что там уже ребята ожидают нас. Как же здесь красиво. Насколько же здесь невероятно жарко. Некоторым даже становится плохо от такой жары. Еще здесь очень влажно. Из-за вот этого еще бетона всего. Невыносимая просто здесь атмосфера. Жара полная. Еще не одеть кепки, потому что их благополучно украдут. Однозначно лучшее время для посещения храма Лухур — это закат. Именно здесь можно посмотреть на знаменитый танец с огнем Кичак на фоне океана и заката. Обязательно сделаем это в свое следующее посещение Бали. Кстати, совсем скоро я покажу вам тот самый знаменитый балийский закат, от которого все просто без ума. И мы, кстати, тоже. После жары в храме жизненно необходимо освежиться. И поэтому мы отправились на пляж Ньянг-Ньян. Он занял первое место в моем рейтинге самых необычных пляжей за все время путешествий. Чтобы добраться до него, нужно спуститься по крутой дороге. Здесь совсем немноголюдно, и с первого взгляда пляж смахивает на болото. Дима даже не пошел в воду. Но оказалось, что вода кристально чистая, а дно действительно покрыто растительностью. Но посмотрите, как это красиво. Океанский ботанический сад. Здесь чистейшая, просто прозрачная водичка. Сейчас ловила большой релакс и просто лежала, сидела в этой воде, рассматривала рыбок, которые там плавают, смотрела на вот эти вот все зеленушечки, которые там находятся. Вот видите, даже вот можно что-нибудь достать. И именно в таком живописном нетуристическом месте на краю обрыва стоит отель «Самолет». А мы с вами как раз поспеваем вернуться на умопомрачительный закат в Чангу. К закату на пляж стекается множество людей, чтобы увидеть это потрясающее явление природы. И да, закаты на Бали занимают в моем рейтинге закатов первое место. Давайте просто насладимся этими видами.
Здравствуйте, подвезете до прачечной? Да, садитесь. Лучший салон, приходите. Действительно, посмотрите просто, ну... Извините, а можно зайти в аптеку, пожалуйста? Можно? Здравствуйте. Спасибо. Давно уже гонялась за этим тоном. И вообще в Беларуси у нас не находила такую помаду. В Чонгу достаточно богатая инфраструктура, и в конце видео я покажу вам наши любимые кафе и магазины с одеждой в стиле Чонгу. И место, где это можно купить в 3 раза дешевле. А пока давайте отправимся наконец-то в путешествие через весь остров к вулканам. На острове 3 вулкана, самый большой из которых это Агунг. Высота 3142 метра, и это самая высокая точка острова. На склоне вулкана расположен главный храм, а точнее комплекс храмов Бали – Пура Бисаки. И это наша первая точка. Для того, чтобы сделать такое фото, ты сам не можешь их сделать. Ты должен воспользоваться услугами за 30 тысяч рупий, и тебя с помощью зеркала вот так вот сфотографируют. Вот такой вот бизнес. Билет стоит 150 тысяч, и для каждого здесь предусмотрен гид. Но Дима оставил нашего гида отдыхать, поэтому мы пойдем самостоятельно гулять. Сказал, что расскажет мне истории все сам. Несмотря на то, что идет очень сильный дождь, здесь очень красиво, очень живописно. Зелень, серое небо прям свинцовое. Не знаю за счет чего, возможно, из-за благовоний. Я всегда в таких вот храмах ловлю какой-то, знаете, как медитативное состояние. Я сидела сейчас минут 10, смотрела на дождь. Я не знаю, как это объяснить. Это какое-то духовное просвещение в такие моменты, наверное, наступает. Нам помог гид поставить подношение, потому что мы не можем войти вовнутрь храма. Сказал, что можно поставить в самом конце, в последнем храме, зайти туда. Он сказал, как бы, ну, теоретически можно было бы, но просто из-за того, что мы в дождевиках... Нужно быть нарядными. Да, надо быть, короче, там определенный дресс-код. А мы не очень нарядные. Ночь мы решили провести у подножья вулкана Батур. И чем ближе подъезжали к жилищу, тем более нереальные виды нам открывались. Мы сняли сегодня себе жилье вот где-то здесь, судя по всему. Посмотрите, какой ужас в плане того, что вот вулкан и вот выжженная земля. Это все последствия извержений, при том, что люди дома не боятся, живут. Боже мой, посмотрите на это кафе! Посмотрите, с каким оно видом! Тут никого нет! Кофточку даю. Ребята, в общем, нам так понравилось кушать с видом на вулкан, что мы перебрались в соседнее кафе поесть десертиков. Посмотрите, какая классная сетка в этом кафе. Если честно, ради этой сетки мы и приехали. Класс! Красотища! Принесли наши десерты и кофе. Посмотрите, вот это взяли на пробу. Какой-то интересный десерт балийский. Вроде бы это кокос. Это очень вкусно.
Это напоминает мне конфеты кокосик. Вот что значит настоящее уютное кафе. Нереально красивый вид на Агунг. А здесь у нас другой вулкан, Батур. Вот наш домик с очень красивым видом. Завтра вам покажу. Посмотрите, какое невероятное место. Это наш домик. Небольшой, но с очень красивым, потрясающим видом. В той стороне вулкан Агунг. Мы сегодня поедем в ту сторону. Озеро Батур. Очень красивое живописное место. Оценим мой лук сегодняшний. Здесь в горах достаточно прохладно, поэтому у меня вязаная кофточка, платье, носки. Ну вы поняли, да? Этим прекрасным воскресным утром мы отправились в локацию из нашей Pinterest-доски и планировали посетить 3 точки, но нашим планам было не суждено сбыться. Все было бы хорошо, если бы у нас не сломались тормоза на байке. И мы даже нашли в этом отдаленном месте ремонтников, которые согласились нам поменять колодки задние, потому что у нас вообще не работает задний тормоз. Но у нас нет наличных. Теперь мы едем, ищем банкомат. Мы приехали в первое место, и он закрыт. Теперь едем в другой банкомат. В общем, давайте проверим, работает ли он. Он открыт, но это еще ничего не значит. Транзакция was declined. Банк закрыт, поменять деньги нельзя. Снять их здесь тоже нельзя. Я не знаю, как мы вообще просто поехали опять без кэша. Точнее, мы были с кэшем, но мы его вчера просто весь потратили. Конечно, мы его потратили, но с Пура Бисаки все деньги забрали вчера. Сначала бабули, потом фотографии. Сюда, походу. Туда написано. Сюда нельзя. Представьте, ближайший обмен валют оказался в Пура Бисаки, и мы вернулись опять сюда. Знаете, я вижу, как Дима разговаривает с кем-то и показывает что-то на карте. Мне кажется, что ему не удалось поменять деньги. Позже, вот я так и знала, что когда-то вот эта нелюбовь к наличным деньгам не аукнется. Мы сделали еще несколько попыток и потратили 2 часа, но так и не смогли снять или поменять деньги. Чтобы вы понимали трагичность ситуации, цена вопроса $3. Мы приняли волевое решение отправиться в Чонгу на передних тормозах. И если получится, посетить вот эту точку. Мы настолько высоко в горах, что прям в тучах находимся. Здесь такой вайб сумерек, посмотрите. Ты какой-то, знаешь, сайт. У нас окончательно отказали задние тормоза, и нам помог вот там вот мужчина. И оказалось, что он пролил просто водой их, и они стали работать. Это поле находится в районе Кубу. В отличие от популярных точек со стороны Убуда или храма Бисатих, здесь гора открывается с неожиданной стороны, и от этого кажется еще более величественной и монументальной. Наконец-то мы приехали на локацию для того, чтобы сделать фотографию с вулканом Агунг. Очень классную, величественную фотку на фоне крутого вулкана. И видите вулкан? Меня тоже нет. В общем-то, вулкан вот здесь. Просто мы его не видим, потому что идет дождь и тучи. Получается, эту локацию из доски закрыть не удалось. По-прежнему без заднего тормоза мы направились в Чангу. Дождь усиливался, туман все гуще, а дорога шла вверх и становилась все уже, пока не привела нас в джунгли. До заката оставалось минут 15, а джунгли становились только гуще. Мы даже не были уверены, что едем в верном направлении. Путь выглядел слишком диким. Посмотрите, какая размытая тропинка. И когда с одной стороны джунгли поредели, мы осознали, что находимся над облаками. И по ощущениям высота около 1 километра. И как спускаться по размытой дороге на одном тормозе было неясно. В этот момент стало действительно страшно. Остаться в темноте в джунглях на такой высоте. Наверное, благодаря нашим подношениям и всем оставленным деньгам в храме вчера, вдруг откуда ни возьмись появился парень на байке, который знает английский, и он понял, что мы потерялись, и вывел нас из джунглей на трассу до Чонгу. Мы послали боги, потому что мы в Пура Бисаки подношение сделали.
Счастливые, под ливень мы поехали в свои апарты, а ехать нужно было еще 2 часа. Нам весьма понравился район вулканов. Он менее туристический, чем Чангу или Улувату. И передвигаясь на байке, можно увидеть настоящую жизнь местных балийцев. В одни прекрасные выходные, как раз неподалеку от вулканов, мы арендовали популярное у туристов жилье бамбуковую виллу с мини-кинотеатром на открытом воздухе. Интересный факт: все конструкции выполнены из бамбука. Учитывая открытость виллы, это был интереснейший опыт. Он что, на этой штуке сидит? У меня есть отдельное видео с обзором на эту виллу. После этого видео обязательно посмотрите. И еще одно магическое место на Бали, которое просто невозможно не заметить. Оно буквально возвышается над всем островом. Это Гаруда Вишну Кинчана. Самая масштабная скульптура на Бали. Общая высота 121 метр. Это включая пьедестал и саму скульптуру. Для сравнения, статуя свободы с пьедесталом 93 метра. Монумент изображает бога Вишну, восседающего на спине мифической птицы Гаруды, символа защиты и силы. Друзья, вы даже не представляете, насколько мощно она выглядит. На нижнем уровне статуи находится музей. В одном из залов музея можно увидеть головы с искаженными лицами и уродствами. Это символ человеческих грехов, страхов и темной стороны души. Здесь ты как бы сталкиваешься с визуальным воплощением того, что обычно скрыто от глаз. Помимо Вишну, в парке находятся не менее прекрасные статуи. Например, голова Гаруды. До завершения всей статуи именно голова Гаруды представляла будущий облик монумента и служила как главный символ парка. Также на территории парка установлен гигантский бюст Вишну. Этот бюст был частью оригинальной идеи, когда фигуры Вишну и Гаруды планировались как отдельные монументы. И, конечно же, пины из этого места были на моей доске желаний, которая снова исполнилась. Смотрите, какой здесь песочек черный. Вообще, он блестящий еще. Это... Короче, вот такую штуку повесим на стену, деревяшка старая, 25 лет. Король индонезийский. Сказали, это хороший good guy, поэтому мы берем. На протяжении 2 месяцев мы жили в Чангу. И бесспорно, первое место по количеству красивых и вкусных кафе я отдаю Бали. За это время мы испробовали множество разных кафе, и все они были прекрасны. Но я покажу вам несколько мест, которые, на мой взгляд, больше всего передают вайб Чангу. Крейт. В основном ПП-блюда, протеиновые смузи, все очень красивое, начиная от блюд, заканчивая посетителями. Авокадо Factory. Место, где можно провести целый день, работать, рисовать или просто посидеть с ноутом. Супер красиво, но бургеры не супер. До Уламас. Это кафе попроще, но очень популярно, подходит для ежедневных обедов, много ПП еды и очень вкусно. Капикота. Кафе с балийскими блюдами и шикарной пастой с лососем. Кафе для завтраков и обедов. Достаточно простое и бюджетное, но балийские блюда тут просто огонь. Обязательно попробовать балийский кофе и чай с молоком. Отличительной чертой Чангу является невероятное количество красивых людей и красивых магазинов со спортивной одеждой, которая является здесь повседневной. Очень понравился магазин Tune и Fox Active Wear. Для тех, кто досмотрел это видео до этого места, сейчас открою тайну, за которую владельцы подобных бизнесов меня бы побили. На Бали есть классное приложение Токопедия. Что-то типа нашего Вайлдберриса. Так вот, там огромный ассортимент одежды и вообще всего-всего. Например, этот комбез я купила в Tune за $40, а этот на Токопедии за 15, и скажу вам так, люблю и ношу оба. Каких-то аутлетов на Бали я не нашла, но у официалов здесь очень приятные цены, а если устанете от океанского пляжного вайба, погуляйте в моле Living World, самый большой торговый центр на Бали. Здесь множество всем известных бутичков, вкусная еда и потрясающий магазин косметики. Есть классный магазин всяких мелочей. Что касается салонов красоты, на протяжении 2 месяцев я посещала Bali Baby. Очень понравился сервис, могу советовать. Что касается стрижек, Seven Una.
Мастер Чача и ассистентка Юра просто one love. Все фото, которыми я закрывала свои доски визуализации, я сохранила на Pinterest. Ссылочку оставлю в описании. Верю, что они обладают магической силой Бали, и если вы заберете что-то себе на доску визуализации, это обязательно сбудется. Так прошли наши 2 месяца на Бали, и теперь я могу с уверенностью сказать, это магическое место, не похожее ни на одно другое в мире. Побольше путешествий вам, друзья, до следующего влога.